Друзья, приветствую всех, кто изучает русский язык. С вами снова Андрей с новым рассказом. Сегодня я прочитаю для вас рассказ от лица человека с очень необычным увлечением. Итак, поехали. Мне было 10 лет, когда я впервые взял в руки сварочный аппарат. Отец брал меня с собой на работу. Иногда мы занимались в домашней мастерской. Так у меня появилась мечта. Ничем другим я не хотел заниматься. Когда после 9 класса я поступал в колледж, то уже умел пользоваться профессиональной аппаратурой и делать несложные соединения. Учеба оправдала мои ожидания. Как только закончились общие предметы, мы стали много практиковаться и ежедневно проводили порядка 3-5 часов в мастерской. Конечно, не все друзья с пониманием отнеслись к моему стремлению выучиться на сварщика. Но я не стал их слушать. Я сам выбрал для себя такой путь, и я им доволен. Каждый должен заниматься своим делом. Я не представляю себя юристом или кем-нибудь еще. Сварка мне нравится. Тогда какой смысл заниматься тем, что было бы в тягость? За время учебы я победил в нескольких профессиональных конкурсах, в том числе в региональных чемпионатах WorldSkills. Так меня взяли в сборную России, и в этом году я впервые выступил на европейском чемпионате EuroSkills. Полгода я провел на специальной тренировочной базе в Екатеринбурге. Тренировки к EuroSkills длились по 9 часов каждый день. Мы варили, потом вместе с инструкторами разбирали мои ошибки, а потом снова варили. Все это время я совмещал подготовку с учебой. Когда мог, приезжал в свой город из Екатеринбурга, сдавал задания и уезжал обратно. Руководство колледжа пошло мне навстречу. Все были заинтересованы, чтобы я участвовал в чемпионате. Учитывая итоги чемпионата прошлого года, я рассчитывал войти в тройку лидеров. Но в результате я занял первое место с отрывом от серебряного призера в 11 баллов. Как устроен чемпионат EuroSkills? Задания на чемпионате разделены на 4 этапа, которые усложняются с каждым этапом. Например, на первом нужно было сварить 2 трубы так, чтобы шов был ровный и чистый. Это базовый навык, без которого сварщику нечего делать в профессии. Чтобы проверить шов, его просвечивают специальным аппаратом, который похож на обычный рентген. На втором этапе мы варили сосуд для жидкости. Потом его клали на специальный пресс. И только если
под давлением сосуд не протекал, то задание считалось выполненным. На последних двух этапах мы делали нестандартные конструкции из алюминия и нержавеющей стали. Это довольно капризные материалы, которые требуют от сварщика сноровки. К тому же далеко не все с ними умеют работать. Такие материалы используют в основном на серьезных производствах. Например, нержавеющую сталь в химической отрасли, алюминий в ракетостроительной. На четвертом этапе я варил небольшой куб размером 20 на 15 сантиметров из нержавеющей стали. Помимо непростого материала, у него еще были дополнительные элементы из труб, а швы проходили в местах, труднодоступных для сварки. Это задание было самым сложным, но оно удалось мне лучше, чем остальным. Работа сварщика физически трудная. В ней многое зависит от привычки. Конструкция, которую я варил на втором этапе, весила порядка 30 килограмм. Ее надо было зачищать, переворачивать на столе при сварке. Если бы я не тренировался в России по 9 часов в день, то не справился бы. На выполнение 4 этапов дается 18 часов. Мы варили 3 дня подряд, примерно по 6 часов в сутки. Это практически полноценный рабочий день. Пару раз я позволял себе перерывы по 15 минут, но в основном не отвлекался от работы. Я понимал, что если не уложусь вовремя, пострадает результат. К концу 3-го дня соревнования я устал еще и морально. На мне лежала огромная ответственность. Я был единственным участником от России в конкурсе сварщиков. С волнением помог справиться опыт. Для меня это уже 5-е крупные соревнования. Сейчас я снова в Екатеринбурге, готовлюсь к мировому чемпионату. Работы очень много. На мировом чемпионате гораздо более сложные задания и огромная конкуренция. В первую очередь со стороны азиатских стран – Китая, Кореи и Тайваня. Я вкладываю в это все силы, потому что второго шанса у меня не будет. В чемпионате на европейском и мировом уровне можно участвовать только 1 раз. Возможно, после колледжа я захочу получить высшее образование, но серьезно об этом я еще не думал. Пока мне было бы интересно остаться на WorldSkills, чтобы тренировать российскую сборную. Друзья, вот такой рассказ. Очень надеюсь, что он вам понравился. Я буду очень благодарен вам, если вы поставите лайк этому видео или даже подпишитесь на канал. А у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели это видео. До встречи в следующих выпусках. Огромной
Вам удачи и пока!